Ну что, всем привет! Купил я себе вот такую камеру. Камера No Name, но тем не менее, думаю, запишу про нее видосик, расскажу немного о комплектации. Я уже 2 месяца не пользуюсь, в целом меня все устраивает. Вот такая вот камера на 2 камеры. Нижняя часть поворотная, управляется она с телефона, с компьютера. Верхняя часть жестко стоит, но имеет тоже вот такую вот регулировку механическую. Сразу скажу, эта камера не подходит для приложения IC. У нее свое приложение QCam. Также она не умеет работать с регистратором. То есть, кто ищет себе камеру под регистратор, она вам не подойдет. Быстро пройдемся по комплектации. Значит, камера приходит вот в такой вот коробке. Смарт-камера. Китайцы любят писать 10 мегапикселей, но по факту это 2 камеры по 5 мегапикселей. В комплект идет самый дешевый стандартный блок питания. Не знаю, видно, не видно. Ну, не суть. Это обычный 1-амперный блок питания вот с таким вот разъемом. Провода имеют, конечно, очень маленькую длину, где-то 25 сантиметров, что есть неудобно. Также в комплекте идет инструкция. Здесь есть QR-код для скачивания приложения. Ну, я его где-то приложу сейчас. Кому интересно, скачайте, посмотрите. Также в комплекте идет такой защитный водонепроницаемый коннектор. Ну и стандартно 4 самореза с пистонами для установки камеры. Так, коробку мы уберем, чтобы она нам не мешала. И дальше поговорим про саму камеру. Вот здесь есть такая резиночка. Здесь слот для SD-карты и также кнопка сброса. SD-карты поддерживает до 128 гигабайт, но я в целом рекомендую ставить на 64. Этого более чем достаточно. То есть у меня при максимальном разрешении стоит карточка на 64 гигабайта, и этого хватает на 16 дней записи. Я думаю, это более чем достаточно для любого пользователя. Но если вам этого мало, то можете поставить на 128. Это будет ориентировочно там 31-32 дня, то есть полноценный месяц у вас будет записи сохранен. Данная камера имеет несколько режимов, то есть ночная съемка с инфракрасным излучением. Также имеет светодиоды, довольно яркие, я потом приложу, покажу, как они светят. Очень ярко и очень далеко в целом достает. Один из самых классных режимов, который мне нравится, это есть там режим, который называется ночное небо или звездное небо, что такое. То есть в этом режиме камера не использует никакую подсветку, ни инфракрасную, ни обычную. То есть она просто снимает вот насколько ей хватает света. Одна из особенностей этой камеры, да, кстати, ее можно подключать как к Wi-Fi, так и по Ethernet кабелю. Сразу скажу, PoE подключение она не поддерживает, но если вы хотите использовать по Ethernet кабелю, вам будет необходимо докупить 2 вот таких переходничка. То есть вы вставляете вот сюда. Не тот, секунду. Где же ты? Вот, то есть один переходник вы вставляете сюда, и вот питание. На втором конце у вас будет вот такой переходничок с разъемом папа, а здесь у вас разъемчик мама. То есть все как бы просто. Подключили по Ethernet кабелю, чтобы не тянуть дополнительное питание. Если вы хотите блок питания устанавливать где-то далеко от камеры, я думаю, это будет удобно. Еще из особенностей, эта камера на 2 сети, то есть она поддерживает как 2,4, так и 5 ГГц. Для людей, живущих в многоквартирных домах, это очень актуально, потому что на частоте 2,4 она должна в теории дальше доставать, но так как очень много помех, нормального сигнала вы не получите. То есть в идеале использовать его на частоте 5 Гц. Давайте же попробуем ее включить. И дальше я покажу приложение и немного про него расскажу. Итак, при подаче питания сейчас камера инициализируется. А пока она приходит в себя, чуть-чуть расскажу о SD-картах. SD-карты в эти камеры лучше всего ставить не просто 10 класса, а карты, которые предназначены для фотоаппаратов, видеокамер и тому подобного. Они имеют чуть другую скорость и могут большие файлы записывать. То есть 10 класс это 10 класс, но в целом я сейчас приложу тут где-то 2 карточки, вы посмотрите отличия, почитайте.
есть карты, которые именно для фотоаппаратов и для камер. Они более высокоскоростные. Все, наша камера готова к работе. Дальше мы переходим в приложение. Итак, вот такое у нас приложение. Да, вот это то, что последним видела камера. Сейчас она видит как-то вот так. Сейчас мы ее повернем чуть-чуть. Ну, здесь как бы плохо видно, мне нечего показывать. Но я приложу видео, как она работает. И приложу тут телефон. Запись с экрана. То есть вот вы можете не управлять. Есть у вас два экрана, вы можете по ним переходить. Ну, все как бы стандартно, как и в обычных камерах. Но еще раз повторюсь, она не работает с приложением IC и она не поддерживает видеорегистраторы. То есть это важно, если кому нужен видеорегистратор, не берите эту модель. Подключение камеры стандартное, то есть нажимаете вот добавить. Вот, она говорит, просканируйте QR-код на устройстве. Ну, все это не сильно, кстати, работает. Лучше всего... Please turn on the power switch of the device, press and hold the reset button on the device for about 5 seconds. Wait for the device's voice prompt or see the indicator light is always on. То есть можно вот поиск устройств сделать поблизости. Она как бы раздает, хочет мое местоположение, но мы не будем ей давать. Да, еще момент, если будете подключать ее по Wi-Fi, обязательно ваш телефон должен быть подключен к сети 2.4. То есть первое подключение в любом случае будет на сети 2.4, а потом вы уже сможете зайти в настройки и перейти там на другую частоту, ввести другой пароль, если у вас он разный. Но вот видите, выберите Wi-Fi с частотой 2.4, иначе по частоте 5 вы ее не найдете, не подключитесь. Я не буду показывать процесс подключения, там ничего сложного, разберетесь. Я думаю... Так, что-то она у нас тут... Стол показывает, да? Вот так. Быстренько по настройкам. Вот эта вот кнопочка, это у нас качество видео, то есть какое вы выберете. Если у вас слабый интернет, то выбирайте низкое качество для того, чтобы нормально вы могли удаленно просматривать камеру. Потом такой динамик, это, наверное, вот так буду показывать, если видно, динамик. То есть вы можете включить и послушать, что происходит возле камеры. Ну, микрофон дальше понятно, это как бы вы можете поговорить, то есть камеру можно использовать как видеодомофон такой или видеофон. Две стрелочки разворачивают нам камеру вот в такой режим. Ну, дальше по настройкам тут вот есть быстрое меню. Оно, кстати, редактируется. В принципе, можно тут изменить все эти иконки, которые вам не нравятся. Также есть облачное хранилище, ну не рекомендую ним пользоваться, оно вам не надо, достаточно того, что оно хранит на флешке. Также вы можете быстро включить запись прямо в телефон, вот кнопочка запись, все, пошла запись прямо на телефон, если вам надо, файл сохранен. ПТЗ это управление камерой, есть круиз, то есть вы можете выбрать точки, потом нажать круиз, и она будет вам показывать по этим вам заданным точкам. Если вы хотите, чтобы камера возвращалась в изначальное положение какое-то, какое вы зададите, в IC это называется задать точку демона. А здесь вы просто выбираете вот сторож, редактировать и ставите камеру в какое-то положение, ну вот она у меня там выставлена, и выбираете эту иконку, и все, и она через минуту, если вы ее собьете или там повернете куда-то, она вернется в то положение. Да, снимок экрана, но она делает просто фотографии, причем с двух камер одновременно. Ночной режим, у меня стоит черно-белая съемка, можно поставить полноцветный ночной режим, то есть это будет с использованием светодиодов. Белых довольно они, кстати, яркие. Мы можем... Сейчас закроем моей глаз. Ага. Не тут-то было. Не тут-то было.
Не обманем мы камеру, видите, она очень правильно распознает, но не суть. Я приложу видео, как она там светит. Постоянное свечение можно сделать вот. Вот такие вот довольно мощные диоды. Освещают они прям довольно на большом расстоянии. Ну, не знаю, кому это нужно. Можно включить по расписанию, как бы, чтобы они включались. Есть умный ночной режим. По умолчанию используется черно-белое, но при этом умный ночной режим, то есть по умолчанию черно-белое, а когда картинка динамичная, он там включает освещение. И вот при свете звезд. То есть если вы выберете при свете звезд, если вы включите ночной режим при свете звезд, она не будет включать ни инфракрасную подсветку, ни белые диоды, то есть просто картинка будет вот такая, насколько у вас освещенности хватит, вот так она и будет показывать. Это удобно, если вы поставите камеру где-то в темном месте, там, не знаю, в гараже, например, и вы туда редко ходите внутри. Ну, зачем постоянно, чтобы там была подсветка? Ну, также дальше тут есть меры предосторожности, то есть в глаза не светите, там близко не подходите. Ну, такое почитайте, если интересно, я думаю, никому оно не надо. Да, дальше вы можете вот нарисовать область, то есть это область, до которой она будет следить, но у меня камера отключена обнаружение, поэтому она не будет этого делать. Также можно зайти в настроечки. Вот в правом верхнем углу такой ромбик, нажимаете, это настройки. Можно удалить устройство, состояние, нафиг. Вот, настройки обнаружения можно включить. Можно там, чтобы человека оно в рамочку ставило. То есть все это работает прекрасно. Достает она, кстати, по обнаружению метров на 20 достает. Номера автомобилей метров с 10 точно видно, дальше не проверял. Но в целом мне очень нравится эта камера. Ну, это интеллектуальный сервис, это облачное хранилище, то есть неинтересно, оно постоянно предлагает, но вообще неинтересно, не надо этого делать. Управление расписанием, настройка SD-карты, вот она, видите, она на 100% не заполняется. У меня стоит 24 формат записи, 24-часовой формат записи. То есть камера пишет постоянно. Если вы включите запись по движению, то вам хватит этой SD-карты месяца на 3. Да, есть, кстати, цифровой зум. Ну, такая себе штуковина. Не знаю, качество очень теряется. То есть приближать, ну, нет смысла. Да, и вот внизу есть кнопочка такая. Оп. И это мы заходим в нашу с вами запись. И вот можно выбрать, то есть вот видите, сколько дней у меня она там записывала. Я могу нажать любой день, как бы, и вот здесь выбрать время и просмотреть запись. Ну, я вам приложу, там потом покажу. В целом девайс неплохой. Напоследок скажу кратко, камера неплохая, за свои деньги, стоит она, кстати, $25. Ну, я думаю, со скидками, там, с купонами ее можно купить еще чуть дешевле. Ее преимущество в том, что она имеет два варианта подключения, две сети, то есть 2.4 и 5. И также можно подключать ее по кабелю. В принципе, это очень удобно. Учитывая, например, мой вариант, многоквартирный дом, очень много помех, то есть на сети 2.4. Я пробовал, она работает, но если вы хотите посмотреть видео, это очень сложно, она тормозит. На сети в 5 Гц такого нету, но расстояние меньше. Но мне это в целом не надо, она стоит там в 5 метрах от роутера, то есть мне достаточно. Ну, из недостатков, как бы, она довольно большая, я что-то рассчитывал, что она будет поменьше. Блок питания с короткими проводами, ну, тоже так себе, то есть ставить его в квартире, не знаю, я, наверное, буду использовать какой-то другой блок питания, либо этот, посмотрим. Да, и у этой камеры уровень защиты типа IP66, она как бы заявлена, что она уличная, но не ставьте такие камеры просто на улицу, потому что это очень слабая степень защиты. То есть, если вы будете ее ставить на улице,
используйте какой-то козырек. Ну, либо там под крышей, то есть, чтобы на нее не было прямых там капель дождя. То есть, если их там пару штук попадет, ничего страшного, но если на нее будет лить дождь, как из ведра, то, извините, она вам долго не прослужит. Ну, на этом буду с вами прощаться. Сейчас я тут сделаю, наверное, пару вставок, как она работает ночью со светодиодами белого свечения и как работает на инфракрасном режиме. Посмотрите, сделайте для себя вывод. Ну а напоследок поставьте лайк, подпишитесь. Это очень помогает продвижению моего канала. Всем спасибо, до новых встреч.